Дорогие мои друзья, гости канала, товарищи, господа, граждане, гражданки, приветствую вас всех на канале Мир Евгения. Меня, как вы уже догадались, зовут Евгений. И сегодня мы прогуляемся по парку ВЛКСМ, как он когда-то раньше назывался. Потом переименовали его в Молодую Гвардию парк. Долго мы ждали открытия этого парка после реконструкции. И вот, наконец-то, мой оператор, моя любимая мамуля, добралась до города. Поехала на выходные с партзаданием отснять наш любимый парк. Я не смог выбраться, у меня здесь дела были. Но благо у меня сейчас две камеры, поэтому я одну из камер дал ей. И вот она для нас запечатлила эти кадры. На входе, как мы видим, по центральной аллее у нас плиточка лежит. Боковые дорожки, вот эти все ответвления, которые раньше были тоже из плитки, теперь у нас покрыты асфальтом. Да, конечно, недостаток в том, что, друзья, мы не смогли попасть на открытие. Мы работаем в будние дни, потому что мы сейчас, по сути, каменчане, не луганчане. Если приезжаем в Луганск только на выходные дни. Поэтому, конечно, на открытии парка мы не смогли побывать, а людей, конечно, было очень много, и были шикарные мероприятия здесь, и гуляния, и, по-моему, пасечник был, и другие, так сказать, люди, которые управляют сейчас городом Луганском, да, нашим, и городской голова Пилавов был, и были всякие радиотелекомпании и так далее. Здесь, как вы видите, остались тоже газончики старенькие, деревья. Их только более-менее привели в порядок. Я смотрю, так выровняли здесь грунт, потому что здесь местами были ложбины. Я помню, вот здесь вот было обычно низина, и здесь было озеро. И мы, помню, на этой льдине даже, когда замерзало, потом таяло, мы на льдине по этому озеру здесь катались. Гляньте, какие красавчики, блин, друзья, я люблю корги. Все любят корги. Доброе утро. Видите, вон другие, они здесь вместе гуляют, отдыхают. Это уже друзья навеки. Да, вот здесь вот плиточка раньше была. Сколько мы здесь кроссов пробегали. Теперь, конечно, лицею 30-й школе здесь будет гораздо приятнее заниматься. А лицею вообще здесь можно будет, я не знаю, даже какие-то такие занятия проводить, потому что у лицея нету вообще своей никакой спортивной площадки. А здесь, как вы видите, прямо такие серьезные тренажеры стоят. И я думаю, что зайдет, всем понравится. Горлицы где-то поют. И для деток, видите, тоже поставили какие-то интересные аттракционы. Здесь, кстати, вот эта правая часть в последнее время была такая полузаброшенная. Хотя здесь спортивная площадка была. Ее, по-моему, при Украине здесь сделали. И здесь даже, по-моему, какое-то гравийное поле было. А когда-то давно здесь стоял самолет. Он 12, по-моему. В нем даже были какие-то игровые автоматы. Был здесь замок смелости. В общем, да, здесь была своя атмосфера и были деревья. А сейчас, видите, деревья здесь расчистили. То есть здесь такая более, так сказать, освещенная зона получилась. Кстати, друзья, людей не так много, потому что сейчас раннее утро, сейчас еще нет 8 часов утра. Но, как вы видите, уже много людей тренируются. Спортсмены вышли порадоваться, потренироваться. А также, дворники убирают, потому что после позавчерашних мероприятий было очень много здесь мусора. Кстати, я вообще заметил, что по Луганску урн-то понаставили, все вот это поделали, но проблема, наверное, с дворниками, не успевают убирать вот это все дело. Гляньте, здесь площадочка для мини-футбола. Такие у нас в Каменске, кстати, есть, да, подобные. И велодорожки тоже покататься можно. Немного-много лавочек, чтобы люди могли сидеть и наблюдать за тем, как люди играют в футбол. Единственное, честно говоря, вот эта вот сетка, она, по-моему, слабоватая, друзья мои. Хотя, может, она по качеству разная бывает. Вот она часто, вот эти вот прутики на сварных швах лопаются. Встречал я уже. Я думаю, что поменяют. Главное, чтобы меньше вандализма было. У нас народ, конечно говоря, такой себе. Уже часто выкладывают, что, гляньте, там сломали что-то, тут сломали. Здесь даже, вот видите, калиточка.
И замок какой-то есть. Вообще, конечно, здорово, здорово. Да, такие бы площадки бы в моем бы детстве были бы, вообще бы шикарно, конечно, было. Но, увы, независимая Украина не смогла нас такими вещами обеспечить. Мы пользовались тем, что осталось нам от Советского Союза. А мы продолжаем нашу прогулочку. Сейчас будем двигаться туда дальше, к центру парка. Я надеюсь, что это не последний парк, и потихонечку все парки в городе приведут в такое вот хорошее состояние. А вообще, конечно, хотелось бы увидеть какой-нибудь такой парк, знаете, уровня парка Лога, чтобы там и кафешки какие-то были, и какие-то скульптуры, ну то есть такой какой-то ландшафтный именно парк с большим количеством цветов и так далее. А вот мы с вами подходим к спортивной площадке, видите, здесь тяжелая атлетика, или как я раньше назвал, тяжелая котлетика. Ну понятно, что котлет не поешь, такие гири не потаскаешь. Ну, кстати, вот такие вот площадки я видел, по-моему, где-то и еще по городу ставят. То есть не только здесь в парке, а и где-то, по-моему, в районе Гаевого. Вот я что-то проезжал, подобное видел. Ну, видите, даже ранним утром, в субботу, и люди уже есть. Да, вот здесь мы как раз сейчас проходим место, где стоял самолет. Ну и другие здесь аттракционы были. Эти красивые дорожки все заасфальтированы. Тоже, кстати, здесь же все было перерыто. Кто смотрел мои предыдущие видео, здесь вот вокруг была земля. То есть они ее выровняли и засадили заново все вот эти вот газоны. А сейчас вот небольшая панорама, друзья мои. О, еще одна, видите, спортивная площадка. Но здесь уже такая для легкой атлетики. Да, а вот здесь вот небольшой такой островок для детей, видите. Горка. Я не пойму, это справа песочница, что ли? Или... А, нет, это просто таким желтеньким цветом покрашено. Интересно, интересно. И в форме, видите, самолета она сделана. Ух ты! Издалека было не видно. И, кстати, урны, обратите внимание, какие-то такие интересные. Я такие не видел. Ну, самое главное, друзья, чтобы вот это все, конечно, наши люди не спалили, не разрушили. Но вот интересно, что читаешь комментарии в телеграм-каналах вот этим всем обновлениям. И я смотрю, что людей много таких прямо готовых вот эту всю красоту защищать. Ну, правильно. Знаете, если не хватает полиции и так далее, надо создавать народные дружины и ходить вот это вот патрулировать и подзатыльники отдавать тем, кто будет вот эту всю красоту разрушать. А у нас же, вы знаете, и разрисуют, и маркерами, и чем угодно, и подожгут, и попалят. Но дай бог, чтобы наш народ начал ценить вот это вот все дело. Особенно, видите, это все-таки не наши люди руками делают, хотя, наверное, конечно, луганчане здесь участвуют. Ну, большинство, конечно, здесь людей приезжих. Кстати, мне тут в комментариях писали, что я вот, мол, хвалю только россиян, русских, а что у нас здесь много народностей и так далее. Нет, я говорю большое спасибо России. Ждали, конечно, мы этого долго, 8 лет. И крови много было пролито и так далее. Но я считаю, что Луганск, конечно, вот это все заслужил. Заслужил. И спасибо всем народностям России, которые и защищают Донбасс, и вот сейчас строят, ремонтируют Донбасс. Большое вам спасибо, низкий вам поклон. Здесь раньше было кладбище при царе, и потом еще после революции здесь какое-то время было кладбище. А потом, ну, город же расширялся и вышел сюда наружу. Вот здесь вот цветочки, вот здесь вот
что-то типа небольшой братской могилы красноармейцам, погибшим, как, кстати, под Глубоким. Глубокий, это здесь вот недалеко от меня, вот микрорайона, километров, я не знаю, 10-15. Вот, и здесь было долгое время кладбище, а потом же город разрастался, соответственно, ну, кладбище стало мешать. И, кстати, здесь, оказывается, на месте вышки была Воскресенская церковь. Ну и вот это все дело советская власть убрала и сделала тогда здесь парк. Назвали его ВЛКСМ на тот момент, и он просуществовал, по-моему, до 2007 года с названием ВЛКСМ. А потом его к 65-летию Молодой гвардии переименовали в сквер или в парк Молодой гвардии. А тем временем мы вышли с вами на центральную аллею. Лавочки здесь, кстати, по-моему, такие же подобные стояли. Ну, наверное, только их, скорее всего, обновили, новые поставили. Я и в других, ну, это наша, наверное, ковка местная. Я такие подобные лавочки в других парках встречал. Честно я вам скажу, они не очень удобны, потому что у них прямая спинка и, ну, короче говоря, не очень удобно на них облокачиваться, но, в принципе, спасибо и за это. А здесь раньше долгое время была детская площадка, но, видите, ее тоже преобразовали. Часть ее превратили в газон, а часть сделали, видите, такой корабль импровизированный, интересный. Ну и деревья все, я смотрю, так подстригли, привели в порядок, какие-то страшные убрали. Ну, я думаю, что еще будут что-то, скорее всего, садить, чтобы тенечка было побольше. Ну, конечно, классно сделали, но за детишками, конечно, надо следить, чтобы они здесь себе носы и лбы не порасшибали. А наши дети на это способны. Даже, кстати, вон, глядите, я не помню, это колокольчик или кружка висит. Там даже внутри что-то есть, ух ты. Да, конечно, за этим всем надо следить, убирать, чтобы не подожгли. Да, смотришь на это все, конечно, сколько труда. Люди, дорогие мои луганчане, кто смотрит меня, пожалуйста, любите это все, цените, не ломайте, берегите. Да, для детишек, конечно, здесь теперь будет раздолье. Не то, что мы в детстве от того, что у нас не было этого всего и компьютеров, мы лазили по стройкам. Помню, пединститут строился, МЖК строилась, и мы там носились, бегали то в войнушки, то еще что-то. Ну, этот парк, конечно, я хорошо еще знаю со старых времен, потому что я здесь ходил через него в школу. Ну и была после школы, конечно, здесь задерживался. О, а здесь большую довольно-таки, видите, площадку такую в асфальт закатали здесь. Вокруг еще смотрю пружинки всякие, тоже горка. Освещение здесь, кстати, обновили. Здесь в парке последнее время довольно-таки плохое было освещение. Простые фонари были, они, конечно, мало света давали. Ну, я обязательно в этот парк и в другие места еще в вечернее время приеду в Луганск, выберусь и для вас поснимаю. Вот, гляньте, какие пчелочки. Да, здесь площадку расширили. Такую ее сделали неправильной формы, видите, в виде такой кляксы или озера. А здесь, видите, лавочки другие стоят. Вот эти лавочки, наверное, поудобнее. Кораблик небольшой, песочница такая. Ну, все из дерева. Я не знаю, пропитано ли это дерево чем-то, чтобы сохранить его подольше. А это вот что-то интересное. Даже не представляю, для чего это. Как говорится, непонятно, но очень интересно. Да, теперь в Луганск все будут сюда ездить. В центр гулять. Ну, конечно, тут стоит уделить внимание, что все-таки в вечернее бы время навели бы порядок с общественным транспортом, потому что люди обычно, ну, вечером ездят по паркам отдыхать. А в Луганске из-за комендантского часа и из-за проблемы с транспортом, ну, такси то вообще космос. Что по ценам, что его не вызовешь,
чтобы люди могли сюда спокойно приехать, конечно, и потом вернуться домой. Но я надеюсь, что все-таки постепенно во всех районах города сделают вот такие подобные парки, и людям не нужно будет куда-то специально ездить, чтобы вот так вот отдохнуть. Вообще в Луганске испокон веков было много парков. Парк Горького еще при ЛНР сделали. И транспорт туда сделали. Сейчас хоть что-то начало ходить. Но, правда, 152-й, наверное, вечером ужасно ходит. А так там потом до ближайшего транспорта довольно-таки далеко пешком. Что за чертова колеса идти, что до Чапаева на Советскую. Ух ты, гляньте, здесь тоже какую аллею сделали с лавочками в тенечке интересную. Видите, где-то плитка, а где-то асфальт. Вот как-то проект интересно сделан. И, кстати, вот видите, молоденькие деревца есть, тоже посадили. И везде, конечно же, фонари, освещение. И здесь, кстати, классно, что вот эту часть, вот видите, которая идет до домов, тоже там убрали, расчистили. Там в последнее время такая грязь была. Там, во-первых, и теплотрасса такая поверху шла, страшная, трубы торчали. Грязь, там постоянно какие-то алкаши, наркоманы тусовались. А сейчас вот это все убрали, расчистили. Вот туда до домов. Но там, может, еще не все закончили, но я думаю, что там сделают тоже, что парк плавно перейдет к домам. Вот фонарики интересные, как они вечером светятся. И здесь, кстати, лавочки, видите, тоже вот эти новые. Ну, под центральной аллеей, наверное, часть лавочек просто отреставрировали, они были более-менее свежие и оставили. Но они, конечно, не такие вот удобные, как вот эти с изгибом. А вот мы с вами подходим к летнему кинотеатру, бывшему. Когда-то здесь был летний кинотеатр. Потом пытались его что-то реставрировать, что-то с ним сделать. Но так толком ничего с ними не сделали. И при Украине пытались, и потом уже при ЛНР пытались что-то с ним сделать. А сейчас его вообще полностью убрали. Видите, сделали такую спортивную площадку для катания на самокатах, скейтах. Здесь вообще, вот видите, вот эти вот дорожки, что плитка, что асфальт, как и везде по Луганску, сделано, ну, как раз для катания на вот этих всех электро или, так сказать, ручных, ножных видах вот этих транспорта, да, велосипедах, самокатах, скейтах, роликах. Раньше было, конечно, здесь не покататься. По советской, кстати, велодорожек, да, не хватает, друзья мои. Этого не хватает. Об этом даже отдельная тема ВКонтакте была встречена. Вот смотрите, да, раннее утро, а даже детишки выбрались сюда покататься. Молодцы. И детишки молодцы, и вон дворники молодцы, видите, ходят, убирают. Ну, здесь, наверное, сейчас этим всем Зеленстрой занимается по Луганску. Мне даже страшно вкатывать сейчас отсюда, потому что можно. Здесь даже какие-то соревнования проводить можно. Ну, видите, тут доска, служба спасения. А, видите, нельзя курить, пить. Бык перечеркнутый, это что, быковать? Или животных, в смысле, нельзя? Да, вид какой красивый. Можно будет попробовать, но это надо пробовать, когда... Ну, видите, там еще не все до конца доделали, там еще пока старый забор вокруг идет. Я вижу немножко там строительного мусора. Ну, потихонечку приведут в порядок. А здесь, видите, трибуна, кстати, хорошо, что крытая. Да, здорово, здорово. Кстати, мне тут недавно написали, что вот луганчане типа жопы ленивые, а вот приехали, молодцы, помогают строить вот это все и так далее. Типа, что у нас рукожопы. Друзья, вы просто, вот реально, есть люди, которые пишут, что там, да вот, только одну советскую сделали, свет сделали, и люди радуются. Вы просто не представляете, какой объем работ
Я не знаю по ДНР, но по крайней мере по ЛНР. Очень большой объем работ ведет везде. Очень много дорог строится. Надо будет сделать отдельное видео, я не знаю. Жалко, я часть уже поудалял с компьютера видео. Придется с YouTube опять скачивать это все дело. Дорога на Лутугина, дорога на станицу, дорога на Счастье, дорога вот эта на Юбилейный в сторону туда. Все это ремонтируется. Большие объемы. Что-то уже сделано, что-то еще нет. По Луганску, Советскую вот центр сделали, пошли туда на восток, на Молодежный и так далее. То есть, ну, вы зря. Я понимаю, что есть хейтеры там, украинские, мы ниоткуда от этого не уйдем. Просто они не понимают, что вот на самом деле Луганск 13-14 год, это фактически вот Луганск перед СВО. Ничего не изменилось. Оно поддерживалось в таком состоянии, которым оно было при Украине. Может, в каких-то городах, конечно, строилось, делалось больше. Но Луганск, он всегда такой был. Кое-какие-то парки кое-как когда-то делали. А так все по остаточному принципу. У нас, не знаю, наша местная элита не особо вот это все как-то развивала дело. Да. Так что это все наследие еще того, что было при независимой Украине. А только сейчас. И, кстати, вот мало, друзья, это только начало. Я надеюсь, что на этом все не закончится, это все продолжится. И да, еще вам скажу, никто вас здесь не ждет. И там кто-то даже написал, что: эй, товарищ, это твое последнее видео, ты больше туда не приедешь. Я уже приезжал и после этого еще приеду. Не все видео я выкладываю прямо в тот момент, когда я их снимаю. А здесь, видите, уже утречком и люди гуляют. И вон и голуби там что-то в травке пасутся, непонятно. Кто-то на велосипеде едет. Вот эту аллею тут практически, я смотрю, не трогали, кроме того, что плитку положили. Также оставили здесь вот бюсты и оставили аллеи цветов, клумбы вот эти, которые здесь были. Это вот дедушка Ленин здесь молодой с книжкой стоит. А здесь вот слева и справа бюсты молодогвардейцев. Кстати, у меня на канале есть видео из этого парка с 21 года. На нем не такое большое количество просмотров, но я вам в конце оставлю, вы просто ради интереса посмотрите, что было и что сейчас. И вот тот парк, который был, он был такой же в 2014 году. Ну, может, чуть-чуть он за эти 8 лет разрушился. То мне рассказывают, что вот в 2014 году прям все в шоколаде было, а за 8 лет развалили. Нет, друзья, разваливали все планомерно с 91 года. А здесь вот, кстати, в центре, видите, дубы такие большие, классные тоже. Мы когда кроссы бегали, мы под ними потом сидели, отдыхали. Ну да, кросс, конечно, по этому парку бы я бы побегал. Тут, наверное, теперь бегунов будет. Ой-ой-ой. А мы, кстати, потихонечку, кстати, подходим к такой как бы центральной площади, на которой в праздничные дни проводятся концерты. Кстати, здесь я когда-то и, по-моему, на День города тоже гулял. Тоже оставлю вам ссылочку. Здесь ярмарки еще всякие вот проводятся. И выставки картин, еще что-то. Но чаще всего, конечно, здесь концерты. Ну и наш фонтан. Конечно, сейчас его не узнать. Раньше по центру прям такая хренотень торчала. Такие шарики, ежики. Да, конечно, фонтан уже давно не светился. Но я когда-то, по-моему, малой был. Я несколько раз видел, когда он еще светился. Вот здесь тоже боковые аллеи. Но здесь, видите, уже асфальтом сделали. И везде, кстати, вот клумбы. Клумбы. Но, правда, сейчас уже ближе к осени цветы сейчас не цветут. Это уже, конечно, надо ждать весны, когда это все будет цвести и пахнуть. С левой стороны тут сцена небольшая. Ну и сам фонтан. Видите, утром сейчас он не работает, но я вот поеду сам, когда я обязательно сниму вам, как он будет работать. Я надеюсь, что я приеду, он будет все-таки работать и днем, и вечером. У него тоже сейчас есть вот подсветка. Вот где фонарики спрятаны. Наверное, где... вон снизу, видите, под водой. Водичка чистенькая. Помню, друг тут Андрей, тут летняк был. Мы частенько здесь пиво сидели, пили. Помню, он как-то наспор тут даже
пытался искупаться. Были времена. Да, раньше, конечно, летних площадок много было. Они бы и сейчас бы, может быть, были, но комендантский час. Комендантский час, из-за этого, конечно, ничего это не работает. Но пока война не закончится, так оно и будет. Да, ну фонтан, кстати, мне кажется, он побольше стал или кажется? Ну, фонтан как-то так большим кажется. Видите, сколько работников. Молодцы. Спасибо вам большое за чистый парк. А вам, люди, большое спасибо, что вы не мусорите и не ломаете ничего. Надеюсь, так и продолжится. А вообще, вот многие поговаривают, что, конечно, нужно камеры везде вешать. Камеры. И наказывать. Мне кажется, наши люди по-другому не понимают. Кстати, видите, вот дальше еще не успели убрать. После празднования урна полностью набитая. А, кстати, с правой стороны тут кафешки были раньше. Ну, что-то они вот как при коронавирусе закрылись, так и не работают. Тут тоже вон какая-то стройка была, торговый центр хотели строить. Прям под телебашней. И тоже он вот это замороженный стоит. Кстати, у меня люди спрашивали в видео, почему много надписей на украинском языке. Друзья, дело в том, что 8 лет оно практически никому ничего не надо было. За этим никто не следил, не обращал внимания. У нас не было такого негатива, как на Украине, что вот весь русский запретить, только говорить на мове. То есть тут такой шизы не было. И дело в том, что многие вот эти вот, как вот недостройки, вот эти всякие магазины и так далее, они кому-то принадлежали. Эти люди выехали. И ихнюю собственность на тот момент, то есть не продали, не национализировали, ничего. Дело в том, что в ЛНР, по-моему, даже судов особо-то не было. Сейчас сказали, что потихоньку вот эту всю собственность, квартиры, там дома и так далее, если люди не будут появляться и не предъявлять свои права и переоформлять, то их будут постепенно ставить на молоток, продавать и так далее. Вот такая вот арочка здесь с цветочками. Но я думаю, что зимой тоже эти арочки будут украшать. Будет оно, конечно, все светиться красиво-красиво. Ну, какая, видите, большая длинная аллея. Но я смотрю, что часть деревьев поубирали. Здесь, по-моему, большие вот тополя росли вокруг. А сейчас я смотрю, что что-то, по-моему, убрали. Что-то из этого убрали. На Коцюбинского мы постепенно спустились. И, короче говоря, соответственно, эту собственность, когда уже у нее появятся хозяева и так далее, и они будут вот это все, эти щиты, надписи, все остальное менять. Поэтому вот как-то так. И, кстати, вы заметили, сколько гуляем, везде гули или горлицы воркуют по парку. Ну, уже, конечно, такой жары нету, уже чувствуется, что сентябрь. Хотя вот пока первая неделя сентября так довольно-таки жарко, днем до 30 градусов. Хотя ночью уже прохладная. Да, вот памятник защитникам, добровольцам нашим. Спасибо вам большое. Он здесь, кстати, довольно-таки давно стоит. Еще во времена ЛНР его поставили. Тут тоже мне товарищи, которые писали, что я вот не показываю, не рассказываю памятники. Да показываю, я все рассказываю. Просто видео бывают разные. И не везде оно попадает. Плюс также я, бывает, выкладываю видео, которые другие люди снимают, которые только в местных группах и так далее. Ну, чтобы вы увидели, потому что вы не все, я думаю, в ВК подписаны, и не у всех тот же Телеграм есть, поэтому я их тоже выкладываю на YouTube, чтобы хотя бы на YouTube вы посмотрели. Это яблонька, райка, что ли, растет? У нас возле школы райки росли раньше. Маленькие такие яблочки, вкусненькие, а еще ими кидаться хорошо. Да, вот сейчас мы, кстати, пройдем по левой аллее. Вот видите, за забором там кафешка. Ну, я думаю, теперь это место, тут должны прямо сейчас кафе сделать шикарное, потому что оно место будет 100% пользоваться спросом. И, конечно, цена на вот эту всю землю, аренду и так далее выросла. Есть тоже вот небольшая детская площадка, песочница, качелька.
Лавочка. Кстати, тоже сегодня вот в комментариях встречал люди мне жаловались, что ух ты, как она, о, классно. Интересно, на какой вес рассчитан. Люди мне жаловались, что цены, мол, в Луганске, гляньте, как поднялись. Ой, что бедных вот этих беженцев, которые приехали, обдирают. А вот мне хочется у них спросить, а когда наши приехали туда, в Лисичанск, Старобельск, Северодонецк, и цены там на квартиры выросли до 3, на тот момент до 3-4, там до 5000 гривен. Это нормально было? Ладно, не будем о грустном. Все познается в сравнении, а друзья познаются в еде, да? В беде, в смысле. Ну, в общем, друзья, парк получился, конечно, суперский, классный. Теперь, конечно, парк Горького на твердом 2-м месте. Но я думаю, что здесь еще что-то будут делать, видите, вокруг, потому что вот кафе тут пока заборчик, непонятно, что с кафе будет. Может, что-то интересное тоже здесь построят. Какие-нибудь тоже там финансисты, кто-нибудь выкупят территорию, да, сделают что-то. Кстати, качели, гляньте, какие интересные. Есть простые досточки, а есть вот такие какие-то интересные. Я на таких ни разу не катался. Я вообще уже 100 лет, наверное, как многие из вас, на качелях не катался. Кстати, как я уже в предыдущих видео говорил, видите, каштаны что-то их поело, короче, попадали. Мне кто-то, вот я сельхозинститут заезжал, снимал, мне кто-то там из, так сказать, ботаников писал, что то ли моль их поела, то ли что-то там дождь какой-то прошел. Ну, в общем, какая-то болячка. И вот видите, уже осыпались. Хотя еще ни заморозков, ничего не было. Большая часть деревьев еще нормальная стоит, то есть листва не опала. Ну, видите, кстати, колоночки сверху повесили. Ну, тут еще, видите, видать, что-то недоделано. Козлы, смотрю, стоят. Так, видите, какой-то шум все-таки стоит. Вот раннее утро, а все равно, видите, вон вдалеке машины куда-то двигаются. Суббота, утро, люди отдыхают, а машины уже бегут. И здесь, видите, люди уже вроде раннее утро, а довольно-таки много людей. Ну, еще раз на фонтан посмотрим, голубое небо. Водичка пока чистенькая. Фонарики, видите, какие-то интересные там снизу закреплены. Кстати, он довольно-таки высокий, этот фонтан. Да, все зеленое, подстриженное, ухоженное. Весной сюда надо попасть, когда будет все свести, вот тогда вообще тема будет. Может, еще под весну что-нибудь повысаживают интересное здесь. Тогда вообще супер будет. Что здесь у нас растет? Непонятно. Но цветы какие-то. Да, по такому парку даже просто вот так вот, без каких-то, не знаю, целей, хорошо просто пройтись, погулять, с утра свежим воздухом подышать. Кому-то побегать, спортом позаниматься. Ну, для молодежи, видите, здесь таких много укромных местечек, лавочек для поцелуев. Ну, хотя, наверное, сейчас благодаря новым фонарям в парке
темных мест практически нету. Да, кстати, видите, убрали каменный забор. Вот тут вот вдоль шел, такой же старый, полуразрушенный. Да и, о, кстати, вот первый бегун попался. И плитка здесь такая уже была тоже разрушенная, что по ней даже уже бегать, вы знаете, наверное, не очень-то хорошо было. Хотя в моем детстве еще что-то от нее было. А справа это у нас улица Котельникова. И справа вот тут сейчас проулок будет, это тоже улица Сент-Этьеновская. И там вот моя любимая 30-я школа и лицей иностранных языков. Видите, люди фотографируются. Вот она, улица Сент-Этьеновская, она такая маленькая, и упирается там в Ворошиловрат-Уголь. Тут блиночек, с правой стороны пиццерия, с левой кафешка, а там в глубине школа. Ну и бывшее музучилище. А это вот памятник Татьяне Снежиной. Она какую-то часть жизни своей провела у нас здесь в Луганске. У нее здесь жила бабушка. И по определенному стечению обстоятельств наша классная руководительница, которая русский язык у нас вела, оказалась с ней знакома и дружила с ее родителями. И мы благодаря ней тоже узнали о Татьяне. И даже в школе проводили памятные вечера Татьяны. Да, жалко, конечно. Талантливая она была. Хорошие стихи писала. Вот опять, знаете, какие красавчики тут бегают. Что-то там унюхал. Да, главное, чтобы вот товарищи, которые собак выгуливают, еще бы за ними убирали. Потому что такие красивые газоны, под ним будут бегать везде дети. Конечно, домашние животные это все дело загадят. Ну, еще бы, конечно, чтобы бычки не бросали и бутылки. И самое главное, чтобы их не били. Да, культурным воспитанием, конечно, нужно заниматься. А здесь, кстати, видите, воробушки где-то щебечут. Гляньте, сколько вот этих дорожек всяких развилок наделали. Еще, видите, так изгибаются, интересно. Причем, кстати, вот эти дорожки, насколько я видел, они не просто, знаете, вот так вот взяли на землю и асфальт положили. Они делали подушку, по-моему, песочек, щебеночку. Ну, могу последовательно спутать. Потом делали стяжку. Вот эти бордюры, они прямо забетонированные, а потом сверху засыпаны. А потом только ложили сверху или укладывали асфальт. То есть они, по идее, должны быть довольно-таки вот эти вот долговечные. Плюс, ну, такой хороший мелкий асфальт укладывали, что приятно будет по нему и ходить, и кататься. И, кстати, видите, нигде проводов нету, то есть вот эти все коммуникации, они, конечно, спрятаны под землей. Здесь тоже, смотрю, немножко разровняли. Здесь раньше горка была небольшая. Мы даже на ней катались. Да, здесь и ландшафт немножко изменили. Выровняли местами. И тоже, видите, здесь местами где-то посажены новые деревья.
Здесь ступенечки сделали. И тоже, видите, здесь клумбочка такая. Кстати, обычно на День города обычно где-то делали еще типа выставки цветов, и из цветов красивые всякие орнаменты и так далее. Ну вот, предстоит нам День города, но в связи, конечно, с военными вот этими всеми действиями, там по минимуму всего будет в этом году. Не будет ни концерта, ничего. Но это правильно, конечно. Сейчас не до этого. Не знаю, ярмарка будет или нет. Ярмарка, может, и будет там на ярмарочной площади. Но если кому интересно, как это было, у меня на канале есть там 4 видео с празднования Дня города в 2021 году. Хорошие там видео получились. И ярмарку я снимал, и потом утром, днем и вечером все мероприятия по городу. Кто хочет поностальгировать, советую посмотреть. А мы потихонечку с вами возвращаемся к точке нашего старта на улицу Советскую. Видите, центральный. Кстати, были люди, которые вот новость видели, спрашивали, где же находится этот чудесный парк. Друзья мои, находится он в самом центре. С другой стороны от центрального рынка, сити-центра, центрального. Недалеко от бывшего Ворошиловградского и улицы Коцюбинского. Ну, получается, между Коцюбинского и Советской находится. А вот с правой стороны улица Котельников идет. Вернемся с вами еще немножечко назад. Прогуляемся по этой аллее. Здесь, кстати, вот вокруг парка по периметру идет вот такое большое кольцо. И мы когда бегали кросс, по-моему, 750 метров получалось. Один круг. И мы здесь и 3 километра бегали. То есть, ну, прикольно было. Кстати, вот посадили новые деревья. Это, по-моему, платаны, если я не ошибаюсь. А есть вот какие-то, видите, акацию это садили еще при ЛНР. Здесь много их садили, но они почему-то не все принялись. Много сухих стояло. Некоторые вроде подросли, потом опять то ли померзли, то ли посохли. В этом, кстати, году вообще почему-то, то ли из-за дождей, то ли какая-то погода, то ли что-то выпадало, много попропадало. Я вот сам садил во дворе много деревьев, и у меня много попропадало. Вот осенью поеду, надо будет что-нибудь посадить тоже у себя во дворе. А здесь вот, кстати, гляньте, какой интересный вот столик поставили. А, вот здесь, кстати, по-моему, видео видел, они, по-моему, в шахматы здесь сидели, играли. Ну да, для шахматистов прямо тут. Кстати, смотрю, часть влаги где-то мокрая. Дождик, что ли, был? Или все-таки это просто испарина от утреннего, может, тумана выпала роса, да, немножко. Вот смотрю, что мокрая. А может, мыли с утра, поливали. Тяжело сказать. Да, друзья мои, так захотелось в Луганск, да. Ну ничего, закончится это все дело, вернемся мы в Луганск. Любимая наша Родина. По Советской уже много маршруток едет. Люди куда-то с утра спешат уже. Машин, кстати, очень много. Дороги починили. Люди начали, я смотрю, летать. Много аварий. Это, конечно, печально. А вот, кстати, новый автобус из Москвы. Дорогие мои, будем заканчивать наше сегодняшнее с вами путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Вот такой вот чудесный парк получился. Обязательно мы его еще снимем вечером, когда фонтан будет. И, надеюсь, какие-то праздничные мероприятия, когда здесь будут проходить. Как всегда,
Друзья мои, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Ставим лайки, пишем ваши комментарии, пишем ваши пожелания. Кстати, на канале, друзья мои, очень много видео из разных районов города. Так что пользуйтесь поиском. Либо пишите в комментариях, я вам расскажу и скину ссылку на видео, которое вам можно посмотреть. Ну а так, друзья, как всегда, всем крепкого здоровья. До новых встреч, друзья, до новых видео. Пока-пока.